В то время, когда вышли Half-Life и Crysis, они затмили собой эту игру. И сейчас покажу, что мы упустили. Это крутейший боевичок с управлением временем. Мы можем даже выбивать оружие из рук врага. Мы можем просто остановить время, обратите внимание на этот дождь. И можем возвращать время обратно, чтобы проходить сложные локации. Кто не в курсе, немножко расскажу сюжет. Есть две экипировки, которые позволяют останавливать, замедлять и инвертировать время назад. Есть такой персонаж, как Крон. Он использовал эту экипировку, чтобы отправиться в прошлое и стать диктатором. И чтобы его было невозможно поймать, он решил взрывать лабораторию. Наш герой, видя, что сейчас взорвется лаборатория, решает использовать вторую экипировку. И чтобы спасти главного героя, экипировка отправляет его в прошлое, вслед за этим Кроном. Теперь немного добавлю про механики костюма. Первая механика — это остановка времени. Это главная фишка бета-костюма, которая работает по строгим правилам игрового лора и геймдизайна. Когда игрок активирует остановку бета-костюм, генерирует вокруг носителя локальное квантовое поле смещения. Для главного героя время течет нормально, но весь мир за пределами этого поля замирает. Костюм тратит невероятное количество энергии на поддержание этого поля, поэтому шкала времени сгорает быстрее всего именно в этом режиме. Интересно то, что замораживается и кинетическая энергия, все летящие пули, гранаты, осколки и падающие объекты мгновенно зависают в воздухе, они теряют импульс по отношению к игроку. Пока время стоит, враги не могут нанести вам урон. Окружающая среда, огонь, электричество тоже безопасны. И то, что интересно, вот сочетаются реальные законы физики. То есть, если мы останавливаем время, мы можем ходить по воде, потому что мы не можем физически провалиться под нее. Но на мой взгляд, есть тут особенность. Почему, когда останавливается время, мы можем ходить сквозь дождь? Они же тоже становятся непреодолимым препятствием в теории. А вы что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях ваше мнение. Тут есть тоже несколько интересных механик. Например, накопление импульса. Когда вы стреляете в замороженного врага, пули вылетают из вашего ствола, но застревают в воздухе. Поэтому кинетическая энергия, урон, и это все накапливается. И как только действие времени заканчивается, весь накопленный урон обрушивается на врага одновременно. Также в этой игре есть механика замедления времени. При активации замедления время замедляется в 10-15 раз. Сам главный герой продолжает двигаться с обычной своей скоростью. Враг реагирует на ранение, падает, отлетает от физических импульсов прямо во время слоумо. Также есть еще уникальные геймплейные особенности. Каждая выпущенная пуля, как игрока, так и от врагов, оставляет в воздухе четкий инверсионный след, то есть воздушное возмущение. Это буквально позволяет читать геометрию боя, видеть направление выстрелов и уклоняться от очередей. Замедление идеально подходит для уничтожения групп врагов, то есть мы можем кинуть гранату, из-за того, что время замедлено в 10 раз, взрыв произойдет для врагов практически мгновенно. Также в игре есть уникальные враги, тоже с бета-экипировкой, но относительно слабые, я бы сказал. Они также могут замедлять время и останавливать время, но из-за того, что у нас не прототип, а оригинальная экипировка, мы имеем над ними преимущество и можем легко с ними расправляться. Поэтому сейчас он появится, поэтому обратите внимание, он очень быстрый. Поэтому основная задача — это следить за энергией. Если энергия вдруг кончится, считайте, вы труп. Но есть механика инверсии. Это, пожалуй, самая технически сложная и уникальная фишка таймшифт. В отличие от банального замедления, инверсия заставляет время течь вспять для всего мира, кроме самого игрока. Все процессы в игре начинают идти в обратную сторону. Разрушенные стены собираются обратно, капли дождя бегут вверх, а выпущенные пули залетают обратно в дуло автоматов. Но чтобы избежать парадоксов, мы не можем взаимодействовать с предметами. Поэтому если вдруг, например, какой-то мост разрушен, вы можете инвертировать время назад и пройти по нему, как будто ничего не было. Но здесь уже все заключается в вашей фантазии. Например, мы можем поиграть в режиссера смерти. Мы можем убить врага разными способами и просто посмотреть, какой нам нравится больше. В этом случае, из-за того, что время обратил вспять, они даже не знают, что я пришел, и они стоят, как ничего не бывало. Также в этой игре постоянно используются головоломки. Нам нужно использовать возможности костюма, чтобы преодолеть всякие трудности. То ли это балка, которая опускается, когда мы на нее наступаем,
то ли в этом случае я пытался убить самого себя гранатой, выкинутую же мною. Хотел вызвать парадокс, но почему-то не произошло. В этой головоломке нужно было успеть забраться на мост, который поднимается. В обычном случае я бы в него точно никак бы не успел, но из-за того, что время было остановлено, я без проблем забрался на него. Также в игре есть уникальные оружия, которые удивляют своей уникальностью. Да, это обычно дробовик, но он может выстрелить сразу 2 патрона. Стоит добавить здесь крутая разрушаемость. И нам даже дают пошмалять с ракетной установки. Также на автомате есть подствольный гранатомет. И дают пострелять с арбалета с разрывными боеприпасами, которые после короткой задержки детонируют на врагах. Ну и нельзя забыть про обычный пистолет, который стреляет очередью. Поэтому тут небольшой итог. Если вы пропустили эту игру, я вам настоятельно рекомендую попробовать ее. Потому что я считаю, что это забытая жемчужина, которая дает нам уникальный игровой опыт, который современные студии боятся повторить. Также я рекомендую использовать модификацию Reshade, которая улучшает качество изображения в игре.